В большинстве случаев при замене аккумулятора у нас теряются и сбрасываются все настройки после отключения клемм. Сейчас мы рассмотрим вариант, как нам избежать сброса настроек и сброса памяти. А если вам совсем не повезет, то некоторые электронные системы могут вовсе перестать работать. Для возобновления их работы понадобится сканер или другое диагностическое оборудование, которое есть на специализированных сервисах. Но все это можно избежать, потому что есть два проверенных способа сохранить память автомобиля и предотвратить все эти проблемы. С помощью OBD2 Memory Saver, либо с помощью внешнего источника питания. OBD2 Memory Saver подключается одной стороной в OBD разъем, а с другой стороны к любой 12-вольтовой батарее. В том случае, если у вас нет 12-вольтовой батареи, некоторые устройства OBD2 Memory Saver имеют специальный отсек, в который можно установить 8 батареек по 1,5 вольта. Подключение последовательно, чтобы также получить 12 вольт. После этого вы можете спокойно менять аккумулятор, не теряя настройки автомобиля. И помните, всегда отсоединяйте первую минусовую клемму, чтобы не устроить короткое замыкание при снятии плюсовой клеммы. При установке нового аккумулятора сначала подключите плюсовую клемму обязательно, а затем минусовую клемму. После этого просто отключите OBD2 устройство. И второй вариант, это наш предпочтительный способ. Это внешний источник питания на 12 вольт, подключенный напрямую к клеммам, которые находятся у нас под капотом. Итак, открываем капот. Вот наши клеммы. В подкапотном пространстве плюсовая клемма и минусовая клемма. Сначала подключаем устройство к плюсовой клемме и подключаемся к минусовой клемме под капотом. И активируем наше устройство. В этом случае питание проходит по штатной схеме, точно так же, как при работе обычного аккумулятора. Сначала ток идет к блоку предохранителей, который защищает все чувствительные электронные компоненты. После этого можно снимать клеммы. Сначала откручиваем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем, отводим в сторону и откручиваем плюсовую клемму аккумулятора. Снимаем и отводим в сторону. Не забудьте отключить вентиляционный шланг, который находится у нас в левой части аккумулятора. Снимаем и отводим его в сторону. Далее откручиваем фиксирующую скобу. Находится она у нас вот здесь. Вот крепежное место нашего аккумулятора. Так оно выглядит. Крепежный болт и фиксирующая скоба. Далее снимаем старый аккумулятор. Обязательно отведите плюсовую клемму в сторону. Вот так. И установите новый аккумулятор в посадочное место. Не забудьте установить вентиляцию на место. Также есть пластиковые фиксаторы, в которые необходимо завести наш аккумулятор. И устанавливаем на место наш фиксатор аккумулятора. Крепежный болт. В некоторых автомобилях крепежный болт находится у нас возле плюсовой клеммы. Будьте осторожны, когда прикручиваете, чтобы не прикоснуться к плюсовой клемме, иначе будет короткое замыкание. И закручиваем. Не забывайте поджать. Будьте внимательны и не отсоединяйте источник питания от клемм, которые находятся у нас под капотом. Далее устанавливаем в следующей последовательности. Сначала устанавливаем плюсовую клемму и устанавливаем минусовую клемму на место. Сначала нужно хорошо затянуть клеммы и после чего отключить наш источник питания, который находится под капотом. Зажимаем плюсовую клемму и хорошенько зажимаем минусовую клемму. Проверяем. После того, как мы надежно подсоединили наши клеммы к аккумулятору, можем снимать источник дополнительного питания. Отключаемся от минусовой клеммы и отключаем плюсовую клемму. После того, как мы проверили надежность соединения, работа завершена. Не забывайте посмотреть видео на канале про ошибки владельцев BMW, которые медленно убивают машину.